Самая древняя мумия страны, останки древнего римского города и даже книга мертвых. Египет полон тайн и загадок. Давайте взглянем на них. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам находки и поделюсь последними интересными событиями в Египте. Древнейшая мумия Египта. В некрополе Саккара, к югу от Каира, археологи нашли покрытую золотом мумию внутри известнякового саркофага, который оставался закрытым более 4000 летий. Это значит, что возраст находки может составлять 4300 лет. Об этом стало известно в четверг, 26 января этого года. Эта мумия является самой старой и самой полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день. Считается, что мумия принадлежала человеку по имени Гикашипес. Археологи также заявили, что обнаружили еще 4 гробницы, но их возраст составляет чуть больше 2000 лет. По оценке ученых, они принадлежат высшим дворцовым чиновникам, а одна судье и писателю по имени Фетек. Древний римский город. Недавно во время раскопок на восточном берегу Нила, близ Луксора, археологи обнаружили город времен Римской империи. Были найдены жилые постройки, металлургические мастерские с различной утварью, 2 голубятни, римские медные и бронзовые монеты. По предварительной оценке, обнаруженные сооружения относятся к территории древней египетской столицы, городу Фивы. Находки в них датируются 2 и 3 веками нашей эры, то есть временами поздней Римской империи. Но археологи только начинают исследовать этот город, и дальнейшие раскопки могут раскрыть больше секретов этого города. И чтобы наверняка их не пропустить, советую вам подписаться на наш телеграм-канал. Большинство археологических находок в Луксоре — это храмы и гробницы. Только в минувшем году там нашли 60 мумий и 1 гробницу. Поэтому обнаружение целого города — это уникальная находка для этой местности. Книга мертвых. Совсем недавно в Египте ученые нашли важный документ возрастом более 2000 лет. Его длина составляет 16 метров. И, к счастью, он полностью сохранился. Это первый полный папирус, обнаруженный в Саккаре за более чем 100 лет Египта. Название «Книга мертвых» звучит как какое-то название для фильма ужасов. На самом деле, «Книга мертвых» — это современное название, данное серии текстов, что-то вроде путеводителей по загробному миру. Древние египтяне крайне тщательно готовились к переходу в мир иной, где их ждали гораздо более важные и увлекательные события, чем в земной жизни. Тексты из «Книги мертвых» получили особенно широкое распространение во времена Нового Царства, примерно с 1550 по 1070 года нашей эры. Находки, на которые мы уже успели взглянуть в этом выпуске, были обнаружены в начале 2023 года, но в 2022 году было обнаружено куда больше всего интересного. В январе прошлого года Египет представил нам 250 запечатанных саркофагов с мумиями и 150 бронзовых статуй и ритуальных сосудов, а уже в ноябре случились новые находки. Давайте посмотрим на самые интересные. Мумии с золотыми языками. Во второй половине 2022 года команда археологов сообщила о том, что им удалось найти несколько мумий с золотыми языками. Открытие было сделано в ходе расширения исследовательской зоны в некрополе Кувейсна. В этом месте находятся сотни гробниц разных периодов истории Египта, и мумии с золотыми языками пополнили коллекцию. У многих может возникнуть вопрос: мумии с золотыми языками — это как? Сейчас вы все поймете. В нескольких найденных археологами мумий во рту лежал язык, сделанный из чистого золота. Этот амулет должен был давать дар речи покойному в загробной жизни, ведь ему предстояло защищать себя перед судом царя мира мертвых, бога Осириса. Аналогичные практики захоронения исследователи находили по всему Египту. Например, в феврале 2021 года подобное открытие было сделано в храме Топосирис Магна в провинции Александрия. Некоторые мумии были покрыты тонкими листами золота и помещены в деревянные гробы. Археологи также смогли обнаружить глиняные горшки, золотые артефакты в форме скоробеев и цветов, а также ряд погребальных каменных амулетов и сосудов. Первые исследования захоронений, мумий и погребальной коллекции показывают, что этот некрополь использовался в течение 3 периодов: позднего древнеегипетского, птолемеевского и частично римовского периода. Это важно, так как именно такие находки могут более детально рассказать об истории древней цивилизации. Глобальная экономика мумификации. Пока одна группа археологов исследовала мумии с золотыми языками,
Другая группа тоже не теряла времени зря и выяснила, что древнеегипетская индустрия мумификации полностью зависела от импорта. Большинство веществ, применявшихся в мастерской в Саккаре, привозили издалека. Происхождение отдельных ингредиентов свидетельствует о почти глобальной торговой сети. Рецепт бальзамирования в Древнем Египте усложнили и диверсифицировали примерно после 1000 года до нашей эры. Именно тогда активно развивалась торговля между разными частями Айкумены. Битум, обнаруженный в Саккаре, скорее всего из района Мертвого моря, и его импортировали в Древний Египет специально для мумификации. Фисташковые и оливковые деревья, кедр, можжевельник и кипарис, дающие смолу и масло, тоже не растут в Египте. Вероятные вещества привозили из Леванта, хотя интенсивные торговые контакты и межкультурные обмены Средиземноморского бассейна хорошо задокументированы. Мастерская в Саккаре предоставляет дополнительное доказательство существования сетей, связывающих этот макрорегион с такими удаленными территориями, как Юго-Восточная Азия. Это особенно верно для смол эндемиков тропических лесов. Виды древесных растений рода Канариум, производящие масло эльми, распространены как в азиатских, так и в африканских лесах южнее Сахары. А вот смола дамар тоже найдена в саккарских сосудах. Продукт переработки деревьев семейства Diptercorapsеи. Короче, вот его название, которые растут исключительно в азиатских тропических лесах. По мнению ученых, это косвенно свидетельствует о том, что и эльми, и дамар попали в Египет из Юго-Восточной Азии. Примечательно, что предыдущие работы тоже указывали на неожиданные торговые связи древнего мира. В статье 2020 года другой группы немецких ученых исследовался зубной камень жителей Южного Леванта, умерших во втором тысячелетии до нашей эры. Состав отвердевшего налета показал, что обитатели региона питались не только растущими там злаками, кунжутом и финиками, но и экзотическими бананами, соевыми бобами и куркумой, которые в то время могли быть получены только из Южной Азии. Мне кажется, что это должно нас заставить и переосмыслить сложность и интенсивность индо-средиземноморской торговли в эпоху бронзы, а также степень глобализации ранней восточно-средиземноморской кухни. Улыбающийся сфинкс. Об этой удивительной находке археологи Египта сообщили всего несколько месяцев назад. Она стала очередной в ряду открытий, сделанных в последние месяцы. Исследователи полагают, что это стилизованное изображение древнеримского императора Клавдия, правившего в период с 41 по 54 год. Рядом с прекрасно выполненным сфинксом команда археологов также нашла каменную плиту, надписи на которой сделаны как на латыни, так и египетскими иероглифами. Сфинкс был найден в храме богини Хатхор в Дендере. Тоннель в пирамиде Хеопса. Истории из Мюнхенского технического университета рассказали подробности о загадочном туннеле в пирамиде Хеопса в Гизе. Тоннель длиной 9 метров и шириной более 2 метров. По словам исследователей, никто не посещал в течение последних 4500 лет, то есть с момента создания пирамид в 2560 году до нашей эры. На самом деле о возможном существовании тоннеля японские и французские ученые впервые заговорили в 2016 году, однако технические средства в то время не позволяли подтвердить его существование. Но в начале 2023-го исследователи все-таки смогли найти ход в северной части пирамиды при помощи ультразвука. Туннель представляет собой вытянутое помещение с треугольным потолком, однако сам факт обнаружения тоннеля может привести к целой цепочке важных научных открытий. По словам некоторых исследователей, за тоннелем может скрываться усыпальница фараона Хуфу. Золотой город. В Египте археологи обнаружили затерянный золотой город, основанный более 3500 лет назад, во времена фараона Аменхотепа III, неподалеку от Луксора. Древнее поселение было построено в 14 веке до нашей эры, а затем заброшено и засыпано песками. Найти его удалось ученым под руководством доктора Захи Хаваса в ходе раскопок посмертного храма Тутанхамона. Золотой город, как отмечают специалисты, хорошо сохранился. В нем остались целыми здания и даже интерьеры комнат. Площадь находки впечатляет. На данный момент это самое крупное поселение, когда-либо найденное в Египте. Улицы города окружены домами, некоторые их стены достигают 3 метров в высоту. Мы можем обнаружить, что город простирается на запад, вплоть до знаменитого Дейр-аль-Медины, рассказал Хавас. По мнению ученых, обнаружение Золотого города можно назвать вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Они считают, что Золотой город позволит узнать больше о бытии древних египтян в период расцвета империи, а также поможет пролить свет на одну из величайших загадок истории. Почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну? Ученые проводят раскопки города с осени 2020 года. За это время им удалось изучить несколько кварталов.
В них были найдены древнеегипетская пекарня, административный район жилой, отделенный зигзагообразной стеной, а также мастерская по изготовлению кирпича и элементов декора. В начале апреля в Каире прошел золотой парад фараона, во время которого останки 18 древних царей и 4 цариц перевезли из Египетского музея в новое высокотехнологическое хранилище. Хотели бы вы побывать в Египте и сделать там пару интересных археологических открытий? Расскажите об этом в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.